Долго музыка играла, встреча в столице Венгрии не состоится. Исторический день. Администрация Трампа ввела первые санкции в отношении России. Бывшему президенту угрожают убийством. Захватчики убили тележурналистов и опять ударили по спасателям. Новости с фронта, неожиданное контрнаступление и десятки пленных. Об этих и других главных событиях вечера четверга, 23 октября. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Вашингтон включает жесткий режим. Дональд Трамп внезапно отменил запланированный саммит в Будапеште. Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Не чувствовалось, что мы сможем достичь того, чего должны. Так что я отменил встречу. Это заявление Трамп сделал, принимая в Белом доме генсека НАТО Марка Рютте. Что ж, если говорить честно, то единственное, что я могу сказать, так это то, что каждый раз, когда я говорю с Владимиром, у меня бывают хорошие разговоры, но потом они ни к чему не приводят. Одновременно глава Белого дома объявила о санкциях, которые охватывают 34 российские структуры, включая дочерние предприятия Роснефти и Лукойла. Их активы в США будут заблокированы. Я просто почувствовал, что время пришло. Мы долго ждали. Президент добавил, что надеется, эти санкции сделают Путина благоразумнее. Неспокойная ночь в Челябинской области. Несколько мощных взрывов прогремело на военном предприятии в Копейске. По официальным данным, погибли 10 человек. Еще несколько находятся в тяжелом состоянии в больнице. Завод «Пластмасс» госкорпорации «Ростех», несмотря на безобидное название, специализируется на производстве боеприпасов и взрывчатки, а также утилизации старых боезарядов. Местный губернатор поспешил заявить, никаких атак беспилотников не было, угрозы для гражданских объектов нет. Официальная версия – нарушение техники безопасности. Однако взрывы на объектах Ростеха становятся уже пугающей серией. Всего неделю назад рванул завод «Авангард» в Стерлитамаке. Тоже Ростех и тоже боеприпасы. Тогда пострадали 6 человек. Гремело и в Рязани. Над городом слышались характерные звуки пролета беспилотников, а в небе были яркие вспышки. По данным местных пабликов, взрывы прогремели не только в самой Рязани, но и в соседнем Скопине. Всего не менее 10 детонаций. Целью, похоже, были нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром Дягилево. Российские власти традиционно заявили, что все сбито, а система ПВО якобы сработала безупречно, а пожар, как обычно, вызвали обломки. Украинский мониторинговый канал «Супернова Плюс» на основе видеозаписи установил, пожар на НПЗ произошел рядом с блоком каталитического крекинга и гидроочистки. Последнее время завод работал с одним крупным блоком, который, возможно, добили, отмечает канал. Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти и является крупнейшим у компании. Мощности предприятия составляют почти 14 миллионов тонн в год. Оно снабжает топливом в том числе московский регион. Рязанский НПЗ уже в третий раз подвергается атаке. Первые две были в августе и сентябре. В первый раз, по данным источников Reuters, останавливались 2 из 3 установок первичной переработки нефти, а во второй – 1. США сняли ключевое табу. Вашингтон разрешил Киеву бить дальними ракетами по целям в глубине России. По данным The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа отменила главное ограничение на применение западных дальнобойных средств. Уже 21 октября украинские войска применили британскую крылатую Storm Shadow по химзаводу в Брянске. Это примета новой реальности. По версии издания, ранее контроль за санкционированием ударов осуществлял глава Пентагона Пит Хексет, который не давал Киеву согласия на такие действия. Теперь эти решения якобы принимает командующий войсками США в Европе генерал Алексус Гринкевич. Wall Street Journal пишет, что решение о снятии запрета было принято еще до недавней встречи Зеленского и Трампа в Белом доме. После того, как основные тезисы статьи процитировали СМИ по всему миру, в дело вступил Дональд Трамп и все опроверг. Статья Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты, которые могут достигать глубоких районов России, является фейковой новостью. США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступали и что бы Украина с ними ни делала.
А мог бы сказать короче, это не наши ракеты, они вчера уволились в запас, и вообще такие ракеты можно в любом военторге купить. Ну ладно, это была шутка. ЕС официально принял 19-й пакет санкций против России. Как сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ограничение направлено против российских банков, криптобирж и компаний в Индии и Китае. Кроме того, ЕС ограничит передвижение российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации. Путину становится все труднее финансировать эту войну, подчеркнула Каллас. В новый пакет вошел запрет на импорт российского сжиженного газа. Краткосрочные контракты прекратятся уже через 6 месяцев, долгосрочные с 1 января 2027 года. Также под санкции попали 117 судов теневого флота. Теперь их в черном списке уже 558. Вводится запрет на перестрахование российских самолетов и судов в течение 5 лет после продажи. По данным Bloomberg, меры затронут 45 организаций, включая 12 компаний из Китая и Гонконга, помогавших Кремлю обходить санкции. ЕС также запрещает операции с 5 российскими банками и все криптовалютные услуги для граждан и компаний РФ. Под ограничения попали структуры в Беларуси, Казахстане, ОАЭ, Таджикистане, Кыргызстане и Парагвае. Ночь со среды на четверг стала одной из самых тяжелых для Украины за последние недели. В Краматорске в результате удара российского дрона погибла съемочная группа телеканала Freedom, журналистка Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. В Киеве российские дроны ранили 7 человек, оставив разрушения сразу в 3 районах города: Подольском, Оболонском, Деснянском. Повреждены детский сад, жилые дома, бизнес-центр, склады и синагога. В Харьковской области захватчики ударили по спасателям. 1 погиб, 5 получили ранения. Россияне снова применили типичную тактику террористов. Нанесли повторный удар дроном по селу Зеленый Гай в Купинском районе именно в тот момент, когда спасатели тушили пожар после предыдущей атаки. В Сумской области после ночного обстрела серьезно нарушено движение поездов. На отдельных участках отсутствовало напряжение в контактной сети, а сама железнодорожная инфраструктура получила повреждения. В результате атаки пострадал подвижной состав. 2 сотрудников локомотивной бригады госпитализированы. Чтобы не останавливать сообщение полностью, Укрзалезница ввела комбинированное движение, но часть маршрутов курсирует с задержками до 1,5 часов. Как заявила министр Светлана Гринчук, захватчики нанесли прицельные удары и по энергетической инфраструктуре в 4 областях: Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской. Экс-президенту угрожают убийством. В адрес Николя Саркози, который начал отбывать 5-летний срок заключения, уже поступили угрозы. В соцсетях появилось видео, на котором один из заключенных тюрьмы Ла-Санте угрожает расправой бывшему главе Франции. Саркози прибыл в тюрьму 21 октября, а уже на следующий день прокуратура Парижа заявила об угрозах его жизни. В рамках расследования уже допросили 3 заключенных и изъяли 2 мобильных телефона. После инцидента бывшему президенту назначили охрану из 2 вооруженных полицейских. Саркози руководил Францией с 2007 по 2012 год. Его приговорили к 5 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании кампании со стороны режима Каддафи. Это первый случай в современной истории Франции, когда бывший президент оказался за решеткой. Украинская армия не только удерживает позиции, но и проводит контрнаступательные операции. По данным Института изучения войны, ВСУ освободили Кучеров-Яр на северной окраине Доброполья, недалеко от Покровска. Этот район считается стратегическим. Во время операции украинские десантники взяли в плен более 50 российских солдат. Кроме того, ВСУ продвинулись вдоль трассы в западной части Покровска, где ранее закреплялись оккупационные силы. Последние кадры фиксируют украинский флаг на позициях, которые еще недавно контролировали россияне. В тылу государства-агрессора продолжается рельсовая война. Партизаны движения АТЭШ заявили о диверсии на стратегически важном железнодорожном участке в Чувашии возле населенного пункта Мыслец. Один из агентов вывел из строя ключевые объекты инфраструктуры, из-за чего движение военных эшелонов было временно заблокировано. Подполье утверждает, операция прошла успешно и стала частью серии атак, направленных на дезорганизацию российских военных перевозок.
Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.